Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы поговорим о распространенном заблуждении, которое касается связи с потусторонним загробным миром. Это заблуждение часто выдается скептиками и учеными за доказательство отсутствия того света и жизни после смерти, поэтому критически важно его разобрать и осознать его ошибочность. Приступим. Так уж вышло, что связь с потусторонней областью сущего, тем светом, или как его еще называют, загробным миром, это совсем не то, как это видит и что об этом думает подавляющее большинство людей, не обладающих знаниями или знающих об этом предмете исключительно из глупых фильмов и досужих бабкиных сплетен на лавочке. И хоть, как мы уже выяснили из предыдущих лекций, жизнь после смерти есть, это многократно доказано во множестве разнообразных исследований, экспериментов и работ, зачастую вполне строгих и научных, большинство живущих все еще смутно понимает, как все это устроено и как работает. Это непонимание искажает здоровую логику и проявляется множеством разнообразных форм. Поговорим об одной из самых примечательных. Одним из доказательств скептиков и ученых, утверждающих, что никакой жизни после жизни не существует, как и потустороннего мира, в котором все мы обитаем после завершения земной жизни, выступает тот факт, что в подавляющем большинстве случаев установления связи между мирами духи умерших с того света передают очень простые, банальные вещи. Как будто они не просветленные смертью усопшие, проживающие рядом со всеведающим Богом, а обычные люди. Например, умерший Василий интересуется, купила ли его оставшаяся жить жена себе теплые сапоги на зиму и рекомендует магазин, в котором это лучше всего можно сделать. Или покинувший бренный мир Джордж спрашивает, как в финале Суперкубка сыграла его любимая команда. Перешедший Володя просит рассказать, кто победил на прошедших выборах. Усопший Ким передает, что живет в своей же крохотной однокомнатной квартирке и продолжает ходить на привычную ему работу упаковщика, проводя перерывы в курилке. А новоприставившаяся Лариса сообщает своей свекрови подробности ее любимого рецепта пирожков с капустой и так далее. О чем только не болтают перешедшие на тот свет люди, что только не обсуждают, о чем не спрашивают и чем только не делятся. И действительно, в подавляющем большинстве случаев это абсолютно банальные, бытовые, жизненные вещи. Сомневающиеся же считают, что мертвые, если они продолжают жить, должны передавать исключительно великие откровения, исключительно сбывающиеся предсказания и обсуждать только высокодуховную информацию, раскрывать тайны Вселенной, рассказывать, кто убил Кеннеди, где спрятана Атлантида, и открывать секреты инопланетян. Раз они говорят то же, что и живые люди, значит это сами живые люди и придумывают, инсценируют и несут то, что находится исключительно в их головах. А это уже значит, никакой жизни после смерти нет. Все подстава, постанова и фейк. Точка, вопрос закрыт. Как это часто бывает, такие доказательства основаны на невежественности доказывающих, на отсутствии их знаний о предмете, о котором они пытаются высказываться. Вот точно так же они доказали, в кавычках, что сознание и память расположены в мозге, несмотря на то, что это неизвестно даже великим ученым-неврологам, таким как Уайлдер Пенфилд и Наталья Бехтерева,
потративших целые жизни на поиск разума и воспоминаний в черепной коробке, но так и не сумевших их там найти, и, кстати, честно признавших это. Вот так же эти опровергатели доказали, что сны – это всего лишь галлюцинации мозга. Вот так же они доказали, что околосмертные переживания – это фантазии, порожденные кислородным голоданием и проявлением туннельного зрения. Как же все обстоит на самом деле? Во-первых, статистика и обобщенный массив информации о потустороннем мире говорит, что далеко не всегда духи несут с собой только уже известные нам банальности. Несмотря на усредненную картину, иногда мы все же встречаем развоплощенных сущностей, готовых обсудить и очень высокие вещи, объяснить устройство того света с научной точки зрения и даже поделиться гениальными идеями, которые живущие затем воплощают в жизнь в материальном мире. Подробнее узнать об этом можно в других наших лекциях, а также источниках литературы, которые мы предложили вам в нашем телеграм-канале и книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». Во-вторых, очень многие почему-то считают, что биологическая смерть одномоментно переводит людей в категорию всезнающих. А ведь это не так. Огромное количество совпадающей между собой информации об умирании и устройстве того света, сформированной за сотни лет, говорит о том, что смерть сама по себе вообще ничего не меняет в личности человека, ничего у нее не забирает и ничего к ней не добавляет. Какими мы уходим из этого мира, такими и остаемся на той стороне, по крайней мере, поначалу. Во всех случаях умирания для понимания его сути и продолжения жизни за его гранью должно руководствоваться той прекрасной песней из нашего прошлого: «Каким ты был, таким остался». Простой работяга, павший жертвой инфаркта в своем гараже, куда он укрывался каждый вечер от вечно пилящей его жены, останется таким же простым работягой, не готовым говорить о высокой молекулярной кухне и теории космических петель, но зато готовым обсудить вчерашний футбольный матч и сухо рассказать родным о том, что он жив и любит их, а если что-то в этом изменится, то он обязательно сообщит. Продавщица из супермаркета с радостью обсудит принципы нанесения макияжа на лицо и марки качественной губной помады. Галя из 5-го подъезда все так же с удовольствием посплетничает о похождениях своих подруг. Алкоголик поведает какую-нибудь глупую и выдуманную историю о своей встрече с Гагариным и участии во взятии Берлина, непременно включив актерскую игру и пустив при этом слезу. Водитель такси с уверенностью в собственном всезнании и устройстве всей вселенной, а также в том, как ей нужно управлять, обязательно поделится этой информацией и даст пару мудрых советов. Наш мир наполнен такими обычными людьми. Странно, что находятся удивляющиеся тому, что и потусторонний мир наполнен такими же. Здесь же все абсолютно логично и закономерно. Разве может быть иначе? Конечно, где-то там, на более высоких уровнях духовного мира, обитают духи гораздо более высокоразвитые, чем большинство из нас. Как и в нашем мире, подобные люди живут и занимаются своими делами, особо не отвлекаясь на пустую болтовню. Как часто мы встречаем таковых на улице и видим, что они ведут велеречивые беседы с окружающими? Очень нечасто. Так почему же мы удивляемся, что большинство перешедших на тот свет духов показывают схожую статистику? Вспомните, когда вы последний раз были на вокзале или другом месте больших скоплений людей. Слышали ли вы, что люди там общались о Боге, об устройстве Вселенной, о судьбах человечества и о прочих высокопарных вещах? Нет, в основном люди обсуждают обычные, привычные мирские вещи. Как дела на работе, кто кого похоронил, кому сходил на день рождения, как встретил Новый год,
как напился до беспамятства, кого подцепил в клубе, как кого подсидели на работе, о самодурах-начальниках, о дураках-коллегах и так далее. Причем все это сдабривается внушительной порцией отборного мата и скабрезных фраз. Потусторонний мир в целом – это такой же вокзал, наполненный огромным количеством духов, большинство из которых – это обычные люди с обычными интересами и темами для разговоров. Еще раз повторим, это абсолютно логично и закономерно. И даже более того, странно и недостоверно выглядело бы как раз, если бы было иначе. И все же, разумеется, это обычное и закономерное положение дел совершенно не доказывает, что высокоразвитых духов не существует, и они никогда не выходят на связь. Как сказал один великий человек, чтобы доказать, что не все вороны черные, достаточно лишь одной белой. К счастью, в том, что касается потустороннего мира, таких белых ворон мы встречаем пусть и реже, чем привычных, но все же встречаем. И делаем это постоянно, что и выступает доказательством искомого. Мир совсем не такой, каким его видят классическая наука, скептики и неверующие. Жизнь продолжается после смерти биологического тела у каждого человека. И впереди нас ждет изучение этого огромного, малопознанного пока мира, а также следующее великое приключение вместе с нашими родными и любимыми, из которых и состоит наша прекрасная вечная жизнь. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.